Всем привет, ребяточки! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами солнечный Лизончик, обколотый Виталик. Это следующий выпуск о Китае. Мы находимся на острове Хайнань. И сегодня будет очень интересный выпуск. Мы вам покажем, что из себя представляет медицина в Китае на острове Хайнань. Поехали! Насколько же они не любят загорать, что даже вот едут и прикрываются от солнышка. Наш новый выпуск, друзья, на Хайнане начинается, опять-таки, в бухте Дадунхай. Вот там позади находится самый популярный торговый центр, который называется «Ананас». В нем мы кушали, там очень дешево, это было в прошлом выпуске. А сейчас мы хотим найти знаменитую кафешку, нам все русские уже уши прожужжали, называется она «12 стульев». Мы, соответственно, приехали на нашем супер мощном Феррари-скутере, от которого у Лизончика болят ноги. Очень неудобно ездить, ноги болят, сиденье неудобно. Не знаю вообще, как мы дальше будем, хочется его сдать. А мне, кстати, нормально, я уже привык, просто вот на заднем сиденье неудобно. И все скутеры здесь, в Китае, они предназначены для китайцев. Китайцы же маленькие, как кузнечики вот эти вот, им очень удобно, а нам высоко приходится коленки поднимать и неудобно сидеть. А вот и наш завтрак подъехал, смотрите, друзья, какой мотоцикл, лепешки. How much one? How much? How much? One. How much? No. How much is this? Price. Непонятно. Вот так здесь и общаемся. Никто ничего не понимает. Бухта Дадунхай настолько популярна, что обратите внимание, на китайском, на английском и на русском языке продублировано все. А почему много надписей на русском? Так это потому, что сюда приезжают в основном наши туристы все-таки с Дальнего Востока, потому что им ближе, например, тот же самый Хабаровск, и сюда дешевые путевки. Вот, друзья, опять я не понимаю, в чем прикол, но китайцы очень любят приходить в парки и устраивать прямые трансляции. Вот сейчас у них здесь проходит прямая трансляция с двух телефонов. Hello. Вот, смотрите, я могу подойти и в прямом эфире поучаствовать. Hi. I'm from Russia. Руссия. Have a nice day. Bye-bye. Поучаствовал в прямом эфире китайского. Сейчас мы идем по центральному парку бухты Дадунхай. Здесь очень красиво. Тут вообще все, ведут прямые трансляции. Особенно вечером, когда сюда приходишь, все китайцы занимаются спортом, что-то там отжимаются, приседают. Еще есть много разных таких тренажерчиков прямо здесь в парке. Здесь какие-то необычные тренажеры, зацените, что это такое? Это типа вот старуху просовываешь или что это такое? Нет, спиной, наверное. Спиной? О, массаж, типа, да? Эти площадки больше всего подходят для еды. Пожалуйста, и еще одна прямая трансляция. Все на прямых трансляциях. Здесь это очень популярно. Hello. Сейчас в прямом эфире 820 человек у них. Поняли? Короче, это самое главное развлечение здесь в парке у китайцев. Они все тащатся от прямых трансляций. Так они поют. И, они и поют. Это он поет? Да. Очень хорошо поет. Он поет, а другой чувак его подстебывает рядом. Я в шоке. Третья прямая трансляция, ребята. Hello. Вот здесь сейчас на прямой трансляции 900 человек у них, 22 тысячи лайков. Ведь все на китайском. Hello, hello. 我跟你说，对面这个，对面他那个，他是个精神病，我在哄他玩。 Я думал, такое происходит только в Индии с индусами. Китайцы тоже любят фотографироваться. Все, отработало? Это самый главный босс, ты что, давай с ним. Потому что вы классно смотрите, Лизон. Он тебя разобьет. Почему хочешь, чтобы Лиза к нему на плечи залезла? Мне так не нравится. А, они, смотри, они тоже видео снимают. Сейчас заставка для видео. Thank you. В общем, на этой площади, в этом парке, вот когда до конца доходите до пляжа, здесь огромный, видимо, рынок еды, но он, как видите, днем закрыт, вам нужно вечером приходить. Ну, инфраструктура здесь, на Дадунхае, вообще все развито. Посмотрите,
Много очень кафешек, и мороженое, и напитки, и покушать можно. Вообще красота. Вот кафешечки прямо с видом на пляж все это дело происходит. Кокосы, все китайцы в тенечке сидят. Вот здесь вот прямые трансляции ведут. И вот он, друзья, вот он, главный пляж. Бухта Дадунхай. Днем, вчера мы вам в выпуске показывали ее вечером на закате, сейчас днем. Вот там вот высотные здания, вообще огромный, широкий пляж, песочек классный. И, кстати, здесь очень чисто, мусора вообще нет, то есть за пляжем ухаживают. Вот такие катамараны можно на пляже взять в прокат. Я не знаю, минус это или плюс, сами решайте, но такого огромного количества людей на пляже я еще не видел даже в Таиланде. Здесь просто нет живого места. И в море очень много купается. Ну, водичка вот сейчас теплая, вечером прохладная, конечно, была, сейчас вообще кайф. И как видите, вода очень чистая здесь. То есть, несмотря вот на эти маленькие волны, посмотрите, вода чистая. Если дальше зайти, вообще будет кристально чистая вода. Но людей, конечно, здесь вот, знаете, муравейник какой-то. Кстати, в воде больше всего китайцев почему-то. Наши все загорают, лежат. Вы это слышите? На русском языке. А также в целях обеспечения вашей безопасности. Пожалуйста, купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого места. Понятно? Так что, друзья, здесь вот курорт для русских. Вот еще яркий пример. Посмотрите, все продублировано на русском языке. Туалет, клуб дайвинга, вход и выход. Место для купания номер 2. Образцовая улица морепродуктов, 50 метров вон туда. Чтобы вы понимали, здесь такой, знаете, променад, получается, идет до конца этой бухты. И вдоль всей этой бухты, вот еще одна прямая трансляция, и вдоль всей этой бухты получается огромное количество ресторанов. Это очень круто. Так что, если вы любите поесть, ребята, здесь все это в изобилии. Вот это улица морепродуктов. Здесь огромное количество всего. Вот рыба плавает. Эти знаменитые писюны из орла и решки. Ну и здесь разная морская живность. Креветки. В общем, все как обычно. Все как в Таиланде, только цены другие. И здесь указана цена за полкилограмма. Хочешь такую рыбу? Пожалуйста. 148 юаней за полкилограмма. Хочешь таких вот морских червей? 138 за полкилограмма. Вот такие большие креветочки 428 юаней за полкило. Устрицы 25 юаней. Царские креветки 598 юаней. Краб 488 юаней за полкило, а огромный лобстер 836 юаней. И я опять прямо сейчас с зонтиком понял, почему китайцы все время объедаются лобстерами в Азии, потому что там они гораздо дешевле. Но это сейчас были цены, получается, на пляже, а ведь еще есть рынок с морепродуктами и всем таким. Мы обязательно его снимем отдельно, в других выпусках покажем. Прямо на пляже есть такое вот кафе, называется Харбинские пельмени. На русском написано, смотрите, все на русском: кокосовая курица, тушеная рыба, принимаем к оплате рубли. Ну и вот меню, ребят, цены в этом кафе, вам, думаю, интересно. Смотрите, кокосовая курица 128 юаней, лапша из морепродуктов 48, жареная баранина 98, пельмени с говядиной 68 юаней, пельмени с рыбой 78. Кафе жареный кальмар. А на китайском это будет вот так вот, запоминайте. Тоже все на русском языке прописано. Прикольные штучки наверху сделаны, смотрите. Ветер дует, они крутятся. Весь потолок такой движущийся. И тень прикольно от них отражается. И вот при выходе из пляжа огромное количество разных отелей. Вот таких 4-этажных, 10-этажных. А мы все в поисках 12 стульев в кафе. Вот если сравнивать с Пхукетом, на Пхукете тоже отличная инфраструктура. Когда выходишь из пляжа, очень много разных всяких таких ларечков. Там фрукты продают, там какое-то кафе, там ресторан. Здесь то же самое абсолютно. То есть сюда приезжаете, огромное количество людей. Все очень круто развито. Но здесь вместо маленьких домов вот такие вот огромные высоченные дома. Как в Ничанге, чем-то похоже на Вьетнам. Точно, ребята, кто был в Ничанге, вот абсолютно, наверное, то же самое, только все на китайском. И здесь, ну, здесь другая какая-то атмосфера. Чуть потише тут. Вот, здесь тише, да. Да, здесь нет вот этой суеты. Нет, здесь более машин. релакс такой, да. Я же рассказывал, что вот когда по дороге едешь, очень мне нравится, что тихо, все спокойненько.
И такая же атмосфера здесь в городах. Мне вообще очень нравятся эти вот китайские вывески. Необычно смотрятся. Уже устал я от этих обычных надписей. Здесь идешь так, вот эти вот надписи, они создают атмосферу. Идешь такой, я в Китае. Так прикольно. Особенно, когда первые дни только приехал. Вот на сегодня третий день. Я вот хожу, вообще кайфую. Вон столовая даже есть. Просто написано на русском. Столовая. Здравствуйте. Ну опять массаж. Спасибо. Попозже. Сейчас можно Нет, сразу. спасибо, мы голодные. Вот таких массажистов, которые предлагают массаж и иглоукалывание, здесь просто на каждом шагу они стоят, зазывают. Вот, пожалуйста. Трактир Москва, тоже на русском, ресторан. Друзья, мы нашли знаменитые 12 стульев, они чуть позади меня. Это большая такая улица, и здесь эти вот все кафешки, здесь можно поесть. И очень много на русском и русских кафе. А мы проведаем 12 стульев, массаж солнца. Какой самый популярный массаж у русских? Что берут знаменитые? Это ноги массажа. Ну, массаж ног. Это семенные ноги массажа. Это общий массаж. Общий массаж. Это семенный общий массаж. Короче, все популярное, Надо понятно. массаж есть. Массаж хорошо делает, недорого. Много русских там массаж. Спасибо, мы пока покушать зайдем. Вот заходим, и эти 12 стульев, третий этаж. Вот кафе 12 стульев наверху, на крыше, получается, находится. Давайте проверим вот 12 стульев, открываем менюху. Салат из морепродуктов 68 юаней большой. Нам сказали, суп можно брать на двоих, одну тарелку, типа, очень много супа. Вот суп из морепродуктов 38 юаней. Куриная отбивная с грибами под сыром 58, вот такая штука. А вот рыба дешевая, жареная саира с сыром, всего 10 юаней стоит. А вот просто рис с курицей 25 юаней стоит. Пиво стоит 6 юаней. И на русском у нас здесь говорят, да? Да. Так Привет, что- давай к нам после. Коля меня зовут. Коля зовут, приходите. Спасибо. А я что-то вообще уже 1000 лет пива не пил, решил пивка охладиться, очень жарко просто. Пивко нормальное. Нам принесли комплимент в виде мандаринок маленьких вот таких. Манго принесли вот в таком стакане, в виде банки. Прикольно. Хороший, натуральный. Действительно очень крутой. Такое ощущение, что просто 4 манго взяли, в соус запихали, выжили. И такое ощущение, что без воды. Не то, что твой блог. Смотрите, здесь даже на стене Путин наш и много фотографий. Друзья, ну если учесть порцию, которую нам принесли, то это вполне себе стоит своих денег. Посмотрите, сверху сидит красивый крабик, и здесь огромное количество морепродуктов. Здесь такие и ракушки, какие-то мидии, кальмары, креветки и сам салат. Вообще классно. Давайте начнем, ребят, с креветочек вот таких. Они маленькие. Вообще такие сочные, прям пропитанные. Дальше у нас идет такие вот ракушечки. Ой, мясо вылилось. Вот мясо ракушечки. Слушайте, ну очень круто сделано. Здесь какая-то приправа необычная. Вообще бомба. А если учесть еще размер этой тарелки, то здесь даже не на двоих, здесь на троих можно объесться. А это у нас, по ходу дела, осьминожка, да? В общем, мы сюда не зря пришли. Это вообще годный ресторан. Цены не дешевые, но очень вкусно. И порции большие. Осьминожка очень понравилась. Такая вкусная. Да и вообще, вот даже посмотрите на сам салат. Обычно, когда берешь такие блюда, салат это какие-то капуста там. И, в принципе, это весь салат. Здесь и капуста, и очень много огурцов, и очень много помидоров. Вот это действительно нормальный салат. И лук есть, вообще красота. А вот к нам и подошла рыба, и причем она такая же огромная. То есть вот салат, и вот огромная рыба. Очень вкусно сделана рыба. Вообще, даже вкуснее, чем в Тае. В общем, друзья, мы покушали, нам очень-очень понравилось. И как мы посмотрели сейчас на столы, когда выходили, все русские там втроем, например, сидят, у них одно блюдо, все едят на троих. Именно поэтому это место советуют, потому что на троих взял, по 100 рублей раскидал и наелся нормально. Как на любом уважающем себя курорте, есть такие вот маленькие магазинчики, шляпы, шлепки, такие первой необходимости. Круги надувные для детей. То есть с собой ничего тащить не нужно, все можно здесь купить. Очки вон продаются. Всякие игрушки, лопатки, вон в песке для детей ковыряться. Еще, друзья, бюджетно можно покушать. Вот идете вы по улице, и вот такая вот маленькая кафешка, и в стене очень много ярких картинок. Это явный признак того, что можно бюджетно перекусить. Смотрите цены. То есть вот разные блюда. Средний чек получается 20 юаней, здесь и супы, и все. То есть, видите, адекватненько. Вполне себе бюджетно. Thank you. Есть можно очень даже бюджетно. И все, кто в этих кафешках стоит на улице, зазывает, все они хорошо знают русский язык. Огромный выбор фруктов. Вот такие женщины продают фрукты в корзиночках. Спасибо, спасибо. Что, массаж что нашла? Делает военный врач. Военный врач? 62 года? Да, он 62 года. Я А там есть иглоукалывание, все есть. Есть. Да? Диагностика бесплатная, и годы банки работу делать. Ага, и банки тоже, да? Я с китайским начальником поговорю, хорошего языка делать. ФМС России по Иркутской области. Да. У вас паспорт России, да? Да. Как? Видишь, я тут тоже лечить. Если вот спина болит, что делать нужно? Шея, хондрос, нога болеет, да? Надо лечить мне массаж. нога Иглоукалывание что лечит? Такие болезни. болит. Это шея, хондрос, еще это спины. Здесь будете вечером, да? Да. Какое время? Ну, квасок ты хочешь? Не знаю, ну часиков 5-6.
5-6, да? Хорошо. Все. Хорошо, я здесь, я Макдональдс здесь. Хорошо. Как тебя зовут? Лиза. Лиза, я Вика. Виталик. Виталий, очень приятно. Очень приятно. Да. Спасибо. Спасибо. Все, вечером зайдем. Ага. Возле ананаса, как обычно, огромное скопление людей. Здесь такая главная тусовка голодных туристов, голодных китайцев. Все мечутся по магазинам, бегают. Эти вот своих клиентов ждут, типа мототакси, что ли, у них здесь такое вот, отдыхают, сидят. А у нас скутер-то необычный. Вот с виду он такой, знаете, раздолбанный весь. А у нас даже есть сигнализация. Красава. В первом выпуске мы вам рассказывали, что здесь типа погода хорошая, не так душно, не так... Ребята, беру свои слова обратно, вот здесь в городе такая духотища. На Бали. Едем в парк, который называется «Олень повернул голову». Очень странное название. Олень повернул голову. Здесь тоже, как видите, такой поток, достаточно плотный трафик. Значит, я думал, будет маленький какой-то парк. Мы заходим, и это только площадь такая, где продаются билеты. Здесь очень красиво, такие деревья с фонарями. Видимо, ночью они загорают. Здесь вообще круто будет, ночная атмосфера. Вот, собственно, и олень, который повернул голову. Но это не тот олень. Настоящий олень с повернутой головой находится дальше. Пожалуйста, даже на русском написано «Центр продажи билетов». Купили билетики, стоят 42 юаня на человека, и еще по 15 юаней заплатили за автобус, потому что идти далеко, здесь советую всем брать автобус. Главный вход в этот парк, охраняемый такими поросятами. Здесь у нас пропускной пункт такой. Thank you. Слушайте, ну красиво у них, конечно, все сделано. Здесь вообще цивильненько так. Очень приятно тут гулять. Фонтанчики, водопадики. Такая у нас машинка здесь. То есть, если вы не возьмете автобус, соответственно, весь этот путь вот отсюда, да, нужно будет пройти пешком. Многие люди идут пешком, но мы ленивые. Уже, смотрите, открывается панорамный вид на город. Очень круто. Вон тот самый дорогущий отель 7 звезд даже виднеется. Друзья, мы вообще не пожалели, что потратили 15 юаней, чтобы нас завезли, потому что пока мы поднимались, это очень высоко. Тут еще какое-то представление проходит, девчонки танцуют. Отличный ход, специально для нас. Девчонки сейчас отвлекают китайцев, они собрали их всех в одном месте, они такие стоят все, на девчонок смотрят полуобнаженных. И тем самым освободились все места для панорамных съемок. Место очень прикольно, ребята, приходите обязательно сюда, приезжайте, гуляйте. Вид открывается ошеломляющий вообще на весь город, на Санью, на бухты. И если дальше идти, здесь вот магазинчиков можно много кокоса купить, всякая сувенирка продается. И мы еще продолжаем идти к этому оленю, который голову повернул. Тут еще разные такие прикольные декорации стоят, видите, типа ангел, огромные крылья, вот так сюда встаете и с видом получается на бухты. Очень красиво смотрится здесь, конечно, все. Представляю сейчас люди, которые там пешком шли, они доехали вот до той точки, где мы высадились. И потом дальше еще длинная дорога. Мы до сих пор идем. Так что, ребята, просто обязательно берите трансфер, иначе вы умрете. Лучше время сэкономить и обратно поехать. Посмотрите, как клево сделаны тропинки. Такие маленькие камушки, плиткой вымощена. Опять маленькие камушки, вообще классно. Крутая атмосфера здесь. Отстоять далеко от диких обезьян нельзя поддразнивать обезьян. Здесь даже есть обезьяны на вершине этой горы. Вот одна из них уже такая сидит, наслаждается видом панорамным на город. Ну вот мы забрались на самый верх, и вот та самая статуя. Олень повернул голову на самой вершине этой горы. Прикольное место. И вообще очень крутые фотки здесь получаются. А чтобы посмотреть, какие крутые фотки мы делаем, заходите в наш инстаграм, обязательно подписывайтесь, а еще читайте полезные тексты и обязательно ставьте лайки. Название, конечно, у этого парка очень странное, но есть такая легенда, когда здесь в далекие времена один мужчина охотился на оленей, и вот он бежал за ним 9 дней и 9 ночей. Когда олень остановился на утесе, на том самом утесе, где мы сейчас находимся, он вдруг... Нет, он не повернул голову, как вы подумали, мы тоже так думали. Нет, он превратился в прекрасную девушку, в которую этот мужчина-охотник влюбился, и они жили долго и счастливо. Вот, собственно, поэтому называется «Олень повернул голову». Я так и не понял, почему он повернул голову и почему его так назвали. Мне очень нравится, как они относятся к декору. Вот все деревья, смотрите, украшены в таком китайском стиле. Гулять очень приятно. Вообще, конечно, они молодцы, стараются, чтобы люди, которые сюда приходят, чтобы им понравилось, чтобы их впечатлить. Смотрите, сколько много фонариков китайских. Взяли себе вот такое вот кокосовое молоко. Посмотрите, оно
дымится здесь, охлаждается, стоит 20 юаней. Попробуем сейчас. Ну вкусно вообще. Просто холодное кокосовое молоко. Вниз мы тоже едем на таком автобусике маленьком. Очень удобно. Очень место одобряем. Обязательно сходите. Очень крутые панорамные виды. Я думаю, вам понравится. А теперь самое время поехать на массаж к той самой женщине, которая к нам сегодня подходила. Посмотрим, что там за военный врач. Погнали. Что, нас вот сюда привели. Он 62 лет. Ага. Вы военный врач, да? Да. Здравствуйте. Мы поснимаем видео, можно? Можно. Что первое? Видите? Ты? Я, наверное, да. Диагностику, да? Если здесь дело вам не нравится, копейки не надо, я вам загораню. Сейчас мне диагностику делают. Если скажут, что у меня болит, и куда нужно будет иголки ставить. Сейчас давление будут измерять мне. Кто-нибудь вообще лечился вот в таких клиниках? Напишите в комментариях. Ну, нормальная такая проверка? Потому что мы вообще не разбираемся. Имя? Виталий. Болит? Болит, спрашиваю? Ну, нет, как на массаже просто. Здоров, как бык, как притворяется. Сейчас спину проверяют. Больно? Нет, не больно, ничего. Болит, а не болит? Нет, Первый раз. все хорошо. Все. Интересно, что у нас там продиагностировали? Че, здоров, как бык? Да, наверное. Только притворяешься, но... Почки слабые чуть-чуть. Почки слабые, с этими да, все время мешки под глазами. Надо лечить, оторвать пить. И шея很лучше. Шея? Шея很лучше. Хондроз? 一般是你长期掉的边的там чуть-чуть повесить. Шея кривая и 4-5 позвонок, типа. Коленный сустав. Коленный сустав. Кстати, тоже, да, реально, у меня коленки болят в последнее время. С чего начнем? Тузик массаж. 8 раз это вроде. В общем, в курсе, типа, 8 раз нужно прийти 8 раз приходишь, 9 бесплатно. на точный массаж, да? 然后你是属于完了。 Видите? Врач сказал, надо закрыть. 你是进来 Да, закрыть. Шикарно. Только он сказал не снимать, я там весь массаж не снимал. Сейчас иголки будут ставить, поснимаю. Вообще, короче, массаж офигенный. То, что мы делали там на Бали, на Пхукете, это просто какие-то детские развлечения. Знаете, погладили там. Тебе сам врач делает? Здесь вообще жесть, короче. Мне все кости раздробили. Очень клевый массаж. Сейчас иголки буду первый раз ставить, посмотрим. Виталик согласился еще на иголки, его тут развили по полной. Ой, попку открыли. О, господи, в Время голову ваше. прям воткнули. Хорошо? Хорошо. 他说今天按的有点瘪了。 Ё-моё. Фунжан, ты не шевелись, главное. 他说有点瘪了，现在按。 Что-нибудь чувствуешь? 他说按瘪了。我说按怎么样？他说瘪了。 Ну, охренеть вообще. 开玩笑呗。啊？ Ой, 什么什么树是瘪了 ты？ чувствуешь что-нибудь вообще? Супер. 啊， Супер, 非常好。 Ты что-нибудь чувствуешь? Я чувствую, что меня колят. Тебе больно? Нет. Ну, в смысле? 你们要理 Ой 事把我坑了。 Могу сделать это сразу, это шея, хондроз, все, это вылечили. Я только 8 дней, все уже вылечили. В ноги прям так втыкают. Ой, Нормально. Нормально? Иркутская сюда. сейчас было очень больно вот это последнее. А он так расставляет их, смотрите. Смотрите, просто он так их распихивает, просто так. Так, может, хватит? Нет, там еще упаковка. Вот это сейчас было очень больно вообще. Все? Нет. Нет, 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 не все, втыкайте. Втыкайте весь пакет. Я не готов к такому. Вот. Опа-на. 20 минут, да, так лежать? 啊， Ну, выглядит вообще страшно, я тебе хочу сказать. Ты лежи, лежи. О, сейчас я поднялся, короче. Да не надо подниматься. Позвоночник ушла, ладно. Смотрите, сколько иголок воткнули. Это тебе еще не так много, кстати. О, здравствуйте. Я тут лежу весь в иголках обколотый. Иголочки, смотрите, прям воткнуты. Под разным углом. Все иголочки одноразовые. Так, в попку там воткнули парочку. Все. 董主任了没？ Сеанс иглоукалывания Та-да-да. закончен. Вытаскиваем иголочки. Следов почти не остается. Больно вытаскивать? 咦，大理麻辣结实，接着地。
Сидови. Я жив, я выжил. Все. По попке. Все, мы уходим. Тут, в общем, здесь комната, вон там комната. Как квартира, в общем. О, здесь подписчика встретили. Привет. Привет. Вот эту встречу, вот это, Вот да? первый раз сделал иглоукалывание. Кстати, очень А вы первый понравилось. раз? Нет, где здесь в Маханяне? Нет, второй. А я сейчас Делаем точечный много. сделал и иглоукалывание. Ну и как? Ну, пока непонятно. Огонь. Завтра будет известно Ну, с массаж утра. хороший. Не, мне вчера ноги Массаж делали. клевый. На ноги. Да, ну сейчас не знаю. Блин, ходишь. Здесь вообще, короче, ребят, сюда все русские ходят. Ну, вот я пока лежал, человек 15 нам пришло сюда. То есть всем нравится, Все уже мне массаж очень несколько понравился. раз. Ладно, Ну хорошего всё, массажа, давай. Приятно было. Счастливо. Причем мы сейчас туда дали денежку, у нас получилось 280 юаней из-за двоих. То есть у Лизы был массаж, у меня был тоже массаж, и плюс еще было иглоукалывание. Итак, друзья, мы вышли, нам понравилось. Наверное, будем сюда ходить на остальные сеансы, чтобы полностью пройти весь курс. Находится это место прямо, вот смотрите, Макдональдс. Вот здесь вот девушка сидит, если вы будете проходить, она по-любому к вам пойдет, скажет: ребята, хотите ли вы массаж? То есть вы не пропустите. А если ее нет, то вот там вон здание, на каком этаже Лизон получается? На 5-м. 5-м этаже. И здесь же, прямо напротив Макдака, находится отель, который называется Sunshine Resort in Time. Все очень близко. Вбивайте, кому интересно, приходите. Я, короче, сразу скажу, что мне не понравилось, что очень много народу, проходной двор, она просто приходила, уходила постоянно, потому что делала мне сама хозяйка, постоянно вот это вот туда-сюда, ходят просто все вот мимо тебя, ты Она лежишь ходит голый, за тебя. рядом со мной еще лежала женщина, делала иглоукалывание, мне это не очень приятно, у меня было полностью открыто окно, было очень жарко, оттуда воняло курицей, и ты как бы вот в этом во всем лежишь, но в принципе массаж сам по себе, он хороший, потому что мне делала сама хозяйка, и интересно, вот как делают мужчины. Вот у меня то же самое было, не знаю, постоянно ли так, ну то есть ноги сделал, ушел к другой тетушке, потом ей сделал, ко мне пришел, что-то еще поделал, потом ушел, в общем, массаж не делали час, и потом еще час ушел на иглоукалывание, он мне сделал, ушел другой делать массаж, потом пришел эти иголки вытаскивать. Вот, не знаю. Но они сказали, типа, нужно заранее записываться, и тогда врач будет только для тебя целый час работать. В любом случае, если вы приходите, вы новенький, в любом случае он будет метаться между вами и кем-то еще, кто новенький пришел. Мне вообще еще очень, вот что мне прям просто захотелось прям сразу уйти, это то, что они прям навязывают тебе сразу, чтобы ты покупал 8 сеансов со своими, вот эти 8 сеансов, купи, 9 бесплатно, нет, давай запишись, сразу деньги все заплати за все 8 сеансов. То есть тебя типа посмотрели, вот Виталика, говорят: ой, у тебя больные это, тебе надо 7 сеансов иглоукалывания и 8 сеансов массажа. И сразу, понимаете, это реально сразу вот 350 баксов. На. Я, например, не хочу ходить 8 раз каждый день на массаж, это полный бред. Это реально бред, потому что на массаж ходить через день, понимаешь, через день. Нормально, чтобы нравилось. Сегодня мы хотим поужинать как раз-таки в трактире «Москва». Вот, там находится 12 стульев, а здесь находится трактир «Москва». Ну, собственно, вот такой вот трактир «Москва». Вообще меню очень огромное. Здесь даже написано, что нельзя его снимать, поэтому я снимать не буду. Там просто очень много разных блюд. Ну, мы взяли простенькое. Вот пельмени Лиза со сливочным маслом 28 юаней стоит. Я взял пельмени с майонезом 28 юаней. Добро пожаловать в трактир «Москва». А, салфетки. Подписчица подошла? Что сказала? Классно, мы приехали в Китай, играет русская музыка, русские заведения, да прям как на Пхукете. Приезжаешь на Пхукет, а ты как будто в России. Слушайте, ну такая вот порция пельменей, посмотрите, достаточно много. Давайте заценим. Я с майонезом взял пельмени, как у себя дома. Слушайте, ну очень вкусно. Ну как дома покупаешь, покупные вот эти вот пельмени в магазине, варишь их, абсолютно то же самое. Как в Питере. А у Лизы пельмешки с сметанкой. Ну-ка. Реально как дома. В общем, мы покушали здесь в трактире «Москва», ребят. Очень вкусно, на самом деле, прикольно, что есть такие заведения. Но если честно, то такие заведения, на самом деле, они раздражают. Потому что ты приезжаешь во Вьетнам, например, в Таиланд, вот сюда, в Китай, и эти заведения, они как бы убивают атмосферу Китая. И все русские приехали как бы в Китай, насладиться Китаем, а ходят вот сюда, понимаете, теряя... Да, ели пельмени. А если бы всего этого не было, то, конечно же, бы не было бы соблазна, и все бы ходили, кушали, да? Китайская еда.
Но мы снова будем китайскую еду кушать, мы пробуем обязательно. Но пельмени были классные. Мы сейчас идем на набережную, там, где я вам показывал днем ее, бухта Дадунхай. И мы хотим вас спросить, ребята, как вы считаете, вообще вот эта китайская медицина, иглоукалывание, всякие банки, кровоиспускание, костер на спине, это реально работает? Просто напишите, нам интересно узнать. Я вот из массажа вышел сейчас, вроде как-то прикольно стало, но желание идти вот на эти сеансы, просто когда я вышел, и мы эту сумму отдали за массаж. Ты сказал, сколько мы отдали? Да, я показывал. Я немного офигел и посчитал, что если я возьму 8 сеансов, ну это очень дорого. А я вроде как бы и не старый еще, нормально вроде себя чувствую. Один раз ходил, стало прикольно, так взбодрился. Итак, дамы и господа, набережная бухты Дадунхай. Живая музыка везде, огромное количество людей, все ярко, красиво. Красота. Все рестораны открыты. Вообще Китай — это уникальная страна. Я первый раз такое вижу, чтобы мы были в туристическом месте, и здесь было больше местного населения, чем туристов. То есть реально уникальная страна, нигде такого нет. Вот где вы видели в Таиланде, чтобы тайцы сидели там на берегу и кушали? Да нигде такого нет. А здесь куча китайцев все отдыхают, да? Китайцы все отдыхают, да. Набережная крутая. Нам вот многие нас пугали. На острове Хайнань делать нечего. Санья полный отстой. Вообще очень круто. Столько всего здесь интересно. Гуляешь, движуха, очень много людей, куча ресторанов, баров. Все веселятся. Вообще классно. Ну, собственно, на этом, друзья, день подошел к концу. Все. Ставьте лайк. Если вы не подписаны на канал, нажимайте подписаться. На колокольчик, вот на этот, чтобы вы первыми узнавали о выходе новых выпусков. Все, мы вас всех обнимаем, целуем. Пишите в комментариях, как вам вообще вот этот остров, какие вам районы нравятся, были ли вы здесь, что посоветуете. И до встречи в следующих выпусках из Китая. Если вам Китай не нравится, у нас на канале в разделе плейлисты огромное количество стран. Занзибар, там, Вьетнам, Пхукет, Сейшелы, Мальдивы, хоть еще угодно. Заходите, смотрите. Все, до встречи.